Здравствуйте, с вами Неля и канал Готовить просто. Сегодня приготовим очень вкусное и красивое блюдо – отбивные из свинины медвежья лапа. Его можно подавать на праздничный стол или приготовить на ужин. Название блюда, конечно, устрашающее, но на самом деле оно довольно простое, а главное – вкусное. Приготовление не слишком сложное, но оно требует внимательности и соблюдения всех указанных действий. Для приготовления нам понадобится свинина, картофель, чеснок, соль, перец, молотый кориандр, растительное масло, яйцо, мука. Мясо моем, обсушиваем и нарезаем кусочками 1,5-2 см. Я взяла свиной балык. Получилось 5 одинаковых заготовок. Каждый кусочек накрываем пищевой пленкой и отбиваем с двух сторон. Приготовим маринад для мяса. В отдельной миске смешиваем чеснок, соль, приправы, растительное масло, распределяем на отбитые кусочки и хорошо натираем с одной стороны. Теперь выкладываем отбивные в мисочку, где смешивали специи. Кладем друг на друга. Таким образом, отбивные будут в маринаде с обеих сторон. Накрываем пищевой пленкой и даем промариноваться минимум полчаса. Картофель моем, чистим и натираем на крупной терке в глубокую миску. Отжимать не нужно. Добавляем соль по вкусу, 1 яйцо. Перемешиваем. Постепенно вводим муку. Перемешиваем до однородного состояния. Получится вот такая вязкая масса. Теперь можно формировать отбивные. Берем тарелку и кладем на нее ложку или 2 только что приготовленной смеси из яиц и картошки. Сколько класть, ориентируйтесь по размеру нарезанного мяса. Количество смеси должно быть немного больше, чем размер мяса. Выкладываем подготовленную отбивную. Накрываем еще одним слоем картошки. Равномерно распределяем, чтобы не было пробелов. Чтобы не потерять рецепт, очень рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем подготовленную отбивную. Как видите, отбивная при транспортировке не повредилась. Картофельная масса прекрасно держится на мясе. Обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Такие действия мы совершаем с каждым кусочком мяса. Противень застилаем пергаментной бумагой и перекладываем готовое мясо на него. Запекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. На это уйдет примерно 25-30 минут. Отбивные получаются объемными, большими, как медвежья лапа, в то же время сытными и очень вкусными. Никто не откажется полакомиться таким блюдом за столом. Это блюдо можно дополнять любым гарниром или овощным салатом. Если вы хотите порадовать своих домочадцев необычным ужином,
то приготовьте медвежью лапу со свининой. Делитесь своими результатами в комментариях под видео. Сегодня хочу предложить вам приготовить очень вкусное и простое блюдо – тушеное мясо. Оно получается очень нежным, вкусным и подойдет к любому гарниру. Для приготовления нам понадобится мясо, желательно с прослойкой жира. Это могут быть свиные ребрышки, бекон или ошеек. Благодаря прослойкам жира мясо получается очень нежным, буквально тающим во рту. Репчатый лук, лавровый лист, растительное масло, вода, соль, перец. Мясо нарезаем крупными кусочками. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны. Часть лука нарезаем кольцами и укладываем на дно посуды, в которой будет тушиться мясо. Сверху выкладываем мясо. Остальной лук нарезаем полукольцами и обжариваем в небольшом количестве растительного масла до румяности. Отправляем в кастрюлю к остальным ингредиентам. Заливаем водой так, чтобы все ингредиенты были покрыты. Ставим на огонь и доводим до кипения. После закипания уменьшаем огонь. Солим, перчим по вкусу, добавляем лавровый лист. Тушим мясо на медленном огне 1,5-2 часа. Прикройте кастрюльку крышкой. Мясо готово. Очень нежное, буквально распадается по волокнам. Вот такое простое и сытное блюдо у нас сегодня. Если хотите приготовить что-то вкусненькое на праздничный стол или семейный ужин, то этот рецепт то, что вам нужно. Сегодня готовим крученики в подливе из белых грибов. Это блюдо готовится не быстро, но зато без всяких проблем. И получается такое вкусное, что на аромат собирается вся семья. И оторваться от этих нежных и сочных рулетиков просто невозможно. Для приготовления нам понадобится мясо, сушеные грибы, вода, сметана, морковь, лук, крахмал, соль, перец по вкусу. Первым делом приготовим начинку. Перед приготовлением необходимо замочить грибы на 1 час в теплой воде, а лучше в молоке. Сливаю жидкость, затем добавляю грибы в сотейник. Заливаю пол-литра холодной воды и отправляю на средний огонь. С момента закипания варим 4-5 минут. Затем вытащить грибы и мелко нарезать. Грибной отвар не выливаем, он нам еще пригодится. Лук чистим, моем, нарезаем небольшим кубиком. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и пассируем лук до прозрачности. Одну небольшую морковь чистим, измельчаем на крупную терку и добавляем к луку. Пассируем овощи 2-3 минуты. Морковь должна стать мягкой. Добавляем измельченные грибы. Немножко солим и томим все вместе еще 3-4 минуты. Снимаем с огня и даем немного остыть. Пока остывает начинка, подготовим мясо. У меня свиной балык, хотя такое блюдо можно приготовить из куриного филе. Мясо нарезаем пластинами толщиной примерно 1 см. Чтобы было легче нарезать, рекомендую предварительно его чуть подморозить. Так удобнее и кусочки получаются ровными. Битки хорошенько отбить с 2 сторон, но аккуратно, чтобы не порвать. На край каждого отбитого кусочка мяса кладем примерно 1 чайную ложку начинки.
Если у вас биточки шире, чем у меня, можно класть и побольше. Оставляем свободный край и плотно заворачиваем. В большой сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем крученики швом вниз. Так они не будут раскручиваться во время готовки. Жарим на среднем огне до зарумянивания с каждой стороны. Я переложила поджаренные крученики в более широкую сковороду, так как в предыдущую вся партия не влезла. Заливаем грибным соусом, который у нас остался после варки. Солим, перчим по вкусу. Можно добавить любые приправы. Накрываем крышкой и томим еще 5-7 минут до мягкости. Затем снимаем крышку. Перекладываем крученики в чистую тарелку либо лоток. Держим в тепле и обязательно накрываем. В сковороду, в которой жарилось мясо, добавляем 1 столовую ложку с горкой сметаны. Хорошо перемешиваем. Крахмал смешиваем с 30 мл холодной воды и добавляем к соусу. Варим, помешивая до загустения. Снимаем с огня и пробуем на вкус. Если надо, солим, перчим. Крученики можно выложить в соус, а можно подать так. Выкладываем готовое блюдо на картофельное пюре. Обильно поливаем соусом и подаем к столу. Друзья, это очень вкусно и сытно. Такое блюдо можно готовить с обычными грибами, шампиньонами либо вешенками. Крученики получаются настолько вкусными, что на аромат соберется вся семья, и оторваться от этих нежных и сочных рулетиков просто невозможно. Гуляш будет отличным выбором. Для приготовления нам понадобится мясо. У меня сегодня индейка, обычно готовлю из курицы. Лук, мука, соль, перец, растительное масло. Тщательно моем мясо под холодной водой. Нарезаем на небольшие порционные кусочки. Отрезаем жирок, шкуру, если есть, жилки. Лук чистим, моем и нарезаем небольшим кубиком. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла. Выкладываем мясо и обжариваем, периодически помешивая. Сначала мясо пустит соки. Когда вода выпарится, продолжаем обжаривать до золотистого цвета. Поджаренное мясо убираем со сковороды и сюда же, в это масло, в котором готовилось мясо, высыпаем лук. Тушим 2-3 минуты до мягкости. Добавляем 1 столовую ложку муки и тщательно перемешиваем. Тушим буквально 20 секунд. Мука нам нужна для того, чтобы соус был густой. Вводим мясо, все хорошо перемешиваем.
Далее в сковороду наливаем воду. Она должна полностью покрывать мясо. Солим, перчим по вкусу. Доводим до кипения, убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим на слабом огне 20 минут. В процессе готовки не забывайте помешивать мясо. Я готовлю именно по такому рецепту, исходя из предпочтений моей семьи. Вы можете изменять блюдо и добавлять в него томатную пасту, сметану, овощи. Подаем гуляш к столу горячим, как с гарниром, так и без него. Мясо получается очень нежным, мягким, легко распадается на волокна. А чтобы его приготовить, нужно всего 2 основных ингредиента. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями и оставляйте свой комментарий. Запеченная буженина уместна всегда. Ее можно подавать сразу как горячее блюдо или нарезать в холодном виде и подавать уже как мясную нарезку. Рецептов приготовления буженины из свинины немало. Я предлагаю запечь ее в рукаве в духовке. Мясо получается очень сочным и не требует больших затрат времени. Нам понадобится свинина либо говядина, соль, черный молотый перец, чеснок, лавровый лист, приправы к мясу. Для этого блюда хорошо подходит лопатка, задняя часть или ошеек. Важно выбирать не очень жирные куски мяса, но небольшая прослойка жира все-таки должна быть. Благодаря этому мясо будет более сочным. В небольшой пиале смешиваем все специи. Лавровый лист измельчаю руками. Мясо промыть под проточной водой. Тщательно натираем кусок мяса со всех сторон. Убираем в холодильник. В холоде свинина должна постоять как минимум 3-4 часа, а лучше всю ночь. Отправляем замаринованное мясо на противень и далее выпекаем по такой системе. Первые полчаса запекаем мясо на больших температурах 200 градусов. Затем убавляем температуру до 180 и выпекаем мясо, пока будет готово. У меня выпекалось 1 час. Если кусок мяса большой, тогда время увеличить до 1,5-2 часа. Готовность мяса можно проверить с помощью ножа. Если оно мягкое и легко прокалывается, значит оно уже готово. Нарезку мяса, запеченного в духовке, лучше всего делать, когда оно остынет. Иначе кусочки получаются неровными и разорванными, хотя в горячем виде это блюдо такое вкусное. Выкладываем на блюдо и украшаем овощами и зеленью. Сок, который выделяло мясо при выпечке, не выбрасываем, смазываем им готовую нарезку. Так сочнее и намного вкуснее. Такое мясо можно выпекать на овощной подушке. Затем все овощи перебить блендером, и у вас будет вкусный соус к мясу. Украшать мне помогала тетя. Она профессиональный повар, и в описании под видео я укажу ссылку на ее канал. Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается восхитительно вкусным. Его можно подавать сразу как горячее блюдо или нарезать в холодном виде и подавать уже как мясную нарезку. Люблю его готовить на праздники, так как рецепт не требует большой возни. Подготовил мясо, замариновал и в духовку. Кстати, по такому же рецепту я готовила говядину. Получается тоже очень вкусно. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. У меня на канале есть целый плейлист блюд из мяса. Заходите, смотрите, выбирайте по своему вкусу. Ссылки на экране и в описании под видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!